Всем привет, это стандартный куриный наггетс. А так выглядит наггетс, сделанный из целой курицы. Ну а сегодня мы пойдем еще дальше и сделаем гигантский наггетс из целого страуса. В обычном супермаркете такое не купить, поэтому мы отправились на страусиную ферму. Это небольшая домашняя ферма нашего знакомого. Здесь страусы из самых маленьких превращаются в самую большую птицу в мире. Их рост может достигать 2,7 метров, а вес более 150 килограмм. Чтобы они так хорошо росли, их в основном кормят комбикормом. Он дает страусам все нужные витамины и помогает быстро набирать массу. Также хозяин фермы постоянно наполняет кормушки сеном. Оно помогает пищеварению страусов. Но больше всего они любят есть свежескошенную траву. Еще я был в шоке, что страусы глотают камни. У них нет зубов, поэтому мелкие камни измельчают еду прямо в желудке, просто перетираясь друг об друга. Страус – это птица-рекордсмен, ведь бегает быстрее всех из пернатых. Скорость бега страуса сравнима с автомобилем – 70 км в час. У страуса самые большие глаза среди наземных животных – целых 5 см в диаметре, это больше, чем у слона. Еще страус – самая опасная птица на земле. Для защиты он использует ноги с огромным когтем на конце, поэтому в вольер со страусами нас не впустили. Самый распространенный миф о страусах – это то, что они прячут голову в песок. На самом деле они просто очень долго переворачивают яйца в гнезде. Кстати, яйцо страуса считается самым большим на планете и равно 24 куриным яйцам. Мы как раз застали сбор свежих яиц на ферме. Мы купили несколько яиц, ведь они нам еще пригодятся для приготовления наггетса. Но все же самая главная цель фермы – выращивание страусов для продажи мяса. Поэтому домой мы вернулись уже с огромной страусиной тушей. Ее вес составляет больше 80 килограмм. Выглядит так, будто это тело какого-то доисторического зверя. И по сути оно так и есть, ведь страусы – прямые потомки динозавров. Просто сравните его размер с обычной курицей. Она на фоне страуса просто смехотворна. Кожа страуса настолько плотная и прочная, что из нее делают сумки и обувь. Ладно, давайте наконец-то превратим страуса в гигантский наггетс. И начнем с разделки туши. Первым делом отрежем ногу. Цвет мяса страуса не белый, как у курицы или индейки, а красный, как у говядины. Интересно, каким на вкус получится наггетс. Первую ногу отделили. Переходим ко второй. Готово. Также отделим крылья. Это основное мясо в страусе. Сейчас нужно снять кожу, так как она нам не нужна. Просто ножом аккуратно разрезаем пленки, соединяющие мясо и кожу. Готово, мы наконец-то избавились от кожи. Просто посмотрите, какое количество мышц в страусиных ногах. Следующий этап – обвалка. Нужно отделить мясо от костей. Готово, кости можно выбрасывать. Возвращаемся к туловищу страуса. И срезаем с него все оставшееся мясо. Остался голый скелет, который нам больше не нужен. Наконец-то мы добыли все мясо из страуса. Для того, чтобы превратить это в фарш, сначала нужно нарезать здоровенные пласты мяса на кусочки поменьше. Иначе они просто не пролезут в мясорубку. Все, мясо нарезано. Теперь нужна мясорубка. Включаем ее. И начинаем превращение страусиного мяса в фарш.
Готово. Просто посмотрите на эту здоровенную гору фарша. Чтобы мы могли равномерно посолить и приправить фарш, его нужно распределить по столу. Готово. Теперь к специям. Нужны черный перец, красный перец и жареный лук. Все это измельчаем в ступке. Готово. Также добавляем сухой чеснок и паприку. В последний раз перемешиваем специи и равномерно рассыпаем на фарш. Также солим. И хорошенько перемешиваем фарш со специями. Готово. Но сейчас это довольно крупный фарш. А в настоящих наггетсах текстура больше напоминает эмульсию. Поэтому воспользуемся ножевым блендером. Засыпаем в него лед. Ну и сам фарш. Накрываем крышкой. И включаем. Фарш измельчается еще сильнее и смешивается со льдом. 2 минуты спустя можно выключать блендер. Эмульсия из мяса страуса готова. А это то, что нам нужно. Снимаем емкость блендера со станции. И перекладываем эмульсию в гастроемкость. Так нужно сделать со всем оставшимся фаршем. Получилось заполнить 4 гастроемкости. Для следующего этапа специально на заказ была изготовлена вот такая гигантская форма в виде наггетса с большим количеством отверстий. Застилаем форму пергаментом. И наполняем ее мясной эмульсией. Теперь все это нужно утрамбовать, чтобы не было пустот и наггетс получился ровным. Готово. Можно отправлять в духовку. Но выяснилось, что наггетс такого размера просто не влезает в обычную духовку. Поэтому мы заказали гриль специально под наши размеры, будем запекать в нем. Но сначала распаковка. Собираем гриль в рабочее положение. И открываем крышку. В качестве источника тепла будет уголь. Вскрываем коробку. И пересыпаем уголь в гриль. Поливаем горючей жидкостью. И поджигаем. Когда угли разгорелись, их нужно равномерно распределить по грилю. И так как нам нужен эффект духовки, устанавливаем отсекатели жара. Иначе снизу наггетс подгорит. Также устанавливаем решетки.
И наконец-то отправляем запекаться основу для страусиного наггетса. Но все эти отверстия в форме сделаны не просто так, а нужны для того, чтобы через них вытекал лишний сок во время готовки, и мясо именно запекалось, а не варилось. Мы прокололи пергамент абсолютно в каждом отверстии. Также втыкаем термометр в мясо. И можно закрывать гриль. Остается только ждать. Три часа спустя мы открыли гриль, чтобы подбросить новую порцию углей. И продолжаем запекать. На то, чтобы температура мяса внутри наконец-то достигла нужных значений, ушло 7 часов. Наконец-то все готово. Достаем форму из гриля. И возвращаемся на кухню. Используя огромный поднос, мы достаем основу для наггетса из формы. Получилось неплохо. Но сейчас это просто гигантская котлета в форме наггетса. Нам не хватает хрустящей панировки снаружи. Давайте же сделаем ее. Для этого нам необходима мука. Целых 4 килограмма. И полная коробка начос. Вскрываем их. И сразу видим проблему. Начос слишком крупные, чтобы использовать их для панировки. Поэтому придется использовать ножевой блендер снова. Наполняем его начос. Устанавливаем крышку. И измельчаем. Готово. Уже кукурузную крошку возвращаем на поднос. Вот теперь это идеальная панировка для гигантского наггетса. Продолжаем превращение начос в крошку. Готово! Вот теперь нам понадобятся те самые страусиные яйца с фермы. Но, так как это самое крепкое яйцо в мире, чтобы разбить его, нужно бить ножом в одном положении и постоянно проворачивать яйцо. И так до тех пор, пока оно не треснет. После чего пробиваем пленку, и можно раскрыть яйцо. Второе точно так же. Убираем крупные осколки скорлупы. И взбиваем страусиные яйца. Готово! Осталось только процедить яйца, чтобы избавиться от мелких осколков. Все, жидкая составляющая панировки тоже готова. Зачерпываем муку и высыпаем на гигантскую котлету. Мука должна налипнуть со всех сторон. Теперь возьмем порцию яйца и смажем заготовку для гигантского наггетса. Готово. Теперь снова мука. И чередуем слои еще несколько раз. А в качестве финального слоя мы будем использовать сырную начос-панировку.
Готово. Наггетс уже выглядит красиво. Но нижняя сторона все еще без панировки. Поэтому переносим заготовку на возвышенность. И накрываем гигантской сеткой для фритюра. С помощью стяжек плотно фиксируем наггетс. И срезаем лишнее. Возвышенность нам больше не нужна. Просто скидываем ее со стола. На ее место устанавливаем поднос и переворачиваем сетку. Стяжки уже выполнили свою функцию и больше не нужны. Можно убирать маленькую сетку. И продолжать панировку наггетса с другой стороны. Вот теперь наггетс запанирован со всех сторон. Его осталось только зажарить во фритюре. Специально для этого на заказ нам изготовили вот такую здоровенную фритюрницу. Также мы купили 25 баклажек масла. Здесь 125 литров. Пора их открывать. И заполнять фритюр маслом. Чтобы было быстрее, будем делать это вдвоем. Теперь фритюр нужно разогреть. Снизу устанавливаем огромную конфорку и зажигаем ее. Спустя 2 часа масло было разогрето до нужной температуры. Наконец-то пришло время опускать наш гигантский наггетс во фритюр. На всю обжарку уйдет всего 5 минут. Так как само мясо уже готово, нам нужно прожарить лишь тонкий слой панировки. Поднимаем наггетс из фритюра. Проверим, насколько он хрустящий. То, что нужно. После остывания перекладываем его на поднос. Гигантский наггетс из целого страуса наконец-то у нас на столе. Его размер больше обычного куриного наггетса в 1000 раз. Да он буквально размером с мое туловище. Мне кажется, нам удалось повторить форму наггетса на все 100%. И я очень рад результату. Давайте же его наконец-то разрежем и посмотрим, что внутри. Снаружи хрустящая корочка. Внутри равномерный слой фарша. И даже небольшое дымное кольцо после гриля. Давайте попробуем. Вкус страусиного наггетса вообще не похож на куриный, больше напоминает что-то среднее между уткой и говядиной. Самой вкусной оказалась часть дымной стороны, ее я съел прям с удовольствием. Всем пока!